Всем привет! Перед началом этого видео хотел бы вам порекомендовать интересные работы знакомой девушки. Она делает вязаные игрушки и некоторые другие изделия ручной работы по очень недорогим ценам. Ссылка на Авито, где выставлены ее работы, будет в описании и в закрепленном комментарии к видео. Заходите, посмотрите и можете выбрать подарок как жене, так и ребенку. В своей практике я уже много раз разводил самые разные костры, будь то ночевка или дневное время, но ни разу не приходилось делать таежный костер. Его подобие еще называют эвенкийским. В один из дней поздней осенью я решил сделать его и определить, где он может пригодиться. В основании будет сухая большая валежина. Она напитана влагой, так как лежит на земле, и не должна быстро перегорать. Сухие тонкие бревна на верхнюю часть костра нужно обязательно брать из вертикально стоящих деревьев. Смысл костра в том, что растопка, заложенная в нижнюю часть костра, разогревает бревно в основании и верхние края тонких бревен. Верхние бревна краями воспламеняются и вместе с тлеющим основанием дают жар. По мере прогорания их нужно выдвигать. Идея костра в автономности. Нужно лишь иногда двигать бревна. Теперь кратко пройдемся по выводам об этом костре. Честно говоря, не особо он мне понравился по нескольким причинам. Первая причина — это то, что я заметил, что даже вот это вот достаточно толстое, горизонтально лежащее и при этом мокрое бревно прогорает достаточно быстро. Находились мы там 3 часа где-то, и за это время уже бревно значительно прогорело. А если бы это была долгая ночь, то оно по-любому бы значительно перегорело и пришлось бы что-то придумывать. Теперь далее, что касается самого типа костра.
Его минус в том, что у него нельзя переночевать вдвоем. Во все выходы, что я ходил, мы ходили именно вдвоем, и мы ложились по обоим сторонам от костра, будь то костер надья из 2 бревен, либо костер из 3 бревен. В этом случае можно лежать с 2 сторон, а у костра типа таежный с 2 сторон лежать уже не получится. То есть он только для одного, а один я не хожу, то есть он для этого не применим. Как костер длительного горения, тоже он мне не особо понравился. То есть его достаточно сложно разводить, что ли. Гораздо проще сделать костер навалом из нескольких тонких жердей, либо костер звезда. Еду на нем греть тоже мне не особо понравилось. В общем, честно говоря, кто бы что ни говорил, я бы сказал, что этот костер вообще ни для чего.